думаю, уже можно не говорить, что речь пойдет о Москве. А вы снова у меня в гостях. Всем привет! Начну с того, что еще перед поездкой в Москву установите себе на телефон приложение «Схема московского метро». И тогда, где бы вы ни оказались, вы легко сможете понять, как вам доехать до места назначения и сколько по времени это у вас займет. Именно там вы можете взять бесплатную карту города, зайдя практически в любой из магазинов под названием «Русские сувениры». Больше всего меня поразило, что на Арбате в Москве практически нет никаких вывесок на английском языке. Русские сувениры написано не Russian Souvenirs, а русские сувениры. Выйдя из метро, я не нашла ни одного указателя, куда же мне идти в сторону Арбата. Поэтому, если вы вышли из нужного выхода, тавтология, но тем не менее, то идите прямо. И первое, что попалось на моем пути... Ну и, конечно, ни один русский город не обходится без... Москва, читающая между строк, питающаяся в бистро, часами стоящая в пробках и толкающаяся в метро. Москва со всероссийским жульем, с извечной проблемой с жильем, от которой мы крокодиловые слезы, как при Булгакове, все так же льем. Москва, как ни крути, но столица. Немного хочу подробнее остановиться на бесплатной карте города, которую вы возьмете в одном из магазинов «Русские сувениры». Здесь есть схема московского метрополитена, хотя ее тоже можно скачать в интернете легко, но тем не менее. Как я уже говорила, здесь есть, ну тут не видно, конечно, но здесь есть подробная карта с основными достопримечательностями московскими, куда пойдешь и что ты там найдешь. Ну и конечно же в описании под этим видео я, как обычно, оставляю ссылку на сайт, где вы можете бесплатно скачать себе в телефон карту города Москвы, которая именно здесь есть. Также на этом сайте вы сможете найти, куда вам пойти в Москве, что посмотреть, где поесть, какие-то фестивали, мероприятия. И я также вам настоятельно рекомендую вступить в группу ВКонтакте, которая называется «Интересная Москва». Именно там я нашла большинство мероприятий, которые я смогла посетить в Москве, иначе я просто о них бы не узнала. И снова сверлит мой сосед. А также именно на этой карте есть реклама автобусов Hop-on, Hop-off. Это такой вид экскурсионного автобуса с туристическим маршрутом. От обычной экскурсии он отличается тем, что, зная маршрут, по которому вы будете ехать, имея карту на руках, вы можете заходить и сходить на любых остановках, например, в течение дня. То есть, например, вышли на Красной площади, посмотрели, походили, снова зашли, дождались следующего такого автобуса, зашли в него, посмотрели, дальше поехали до той остановки, которая вам нужна. Что рекомендую сделать я? Если вы в Москве не были ни разу, не ориентируйтесь пока в городе, не ориентируйтесь в его достопримечательностях, то обязательно купите эту экскурсию на автобус Hop-on, Hop-off и просто проедьте по всему маршруту. Благодаря такой поездке вы сформируете свое представление о городе и вам будет легче в нем ориентироваться. А теперь я расскажу о том, как вы можете получить 20% скидку на поездку в этом автобусе. Посетите Останкинскую телебашню, сохраните именной пропуск, предъявите пропуск при покупке экскурсии на автобусе Hop-on, Hop-off. Также эта скидка действует и в обратном порядке, то есть вы можете купить себе билет на этот автобус и потом получить также 20% скидку на посещение Останкинской телебашни. Естественно, ссылки все, где вы можете это взять, как это сделать, я оставляю в описании под этим видео. И хочу сделать небольшое такое отступление, потому что, когда я говорю, что я оставляю ссылку под этим видео, я имею в виду, что вам нужно зайти на ресурс YouTube, и именно под оригиналом видео в описании вы найдете все необходимые ссылки. Это я говорю для тех, кто найдет это видео, например, в Одноклассниках, ВКонтакте, либо же в какой-то другой социальной сети. Почему-то в каждой стране что-то трут. Но вот и наша столица не исключение. Почему-то на станции метро Площадь Революции народ повально трет нос собакам.
виноваты в этом студенты МГТУ имени Баумана. У бауманцев сложилась такая традиция, что перед каждым экзаменом необходимо обязательно потереть нос собаки на удачу. И как-то это прижилось, и теперь вообще, по-моему, все жители города, посещая эту станцию метро, полируют нос собакам. Реально натерто уже до блеска просто. Но мы оказались не исключением, и сегодня мы вводим новую традицию. В конце этой станции метро есть мальчик с девочкой, которые держат глобус. Соответственно, чем чаще вы будете тереть этот глобус, тем больше вы будете путешествовать. Еще раз напоминаю, что мы находимся на площади Революции, и сегодня мы вводим новую традицию. Если вы хотите больше путешествовать, то здесь в конце станции стоят такие вот две девочки, памятники, можно сказать, с глобусом. Если вы хотите путешествовать, трите глобус, трите глобус. Мы уже натерли. Следует традиции. Следует традиции, Таня тоже трет. Натирает прям до блеска. Ну, тут, наверное, много говорить бессмысленно, очень много информации вы найдете в интернете. Единственный мой совет, наверное, это перед посещением Красной площади почитайте различные интересные исторические факты и события. Например, я никогда раньше не знала, что именно в Кремле когда-то издавал указы сам Иван Грозный. У него даже была шпионская башня. Это на Красной площади, это нулевой километр. Нужно встать в центр нулевого километра и смотреть на что, Таня? Смотреть на ангелочка. Смотреть на ангелочка и загадывать желание и бросать монетку назад. И бросать монетку через левое плечо. Кто хочет сильно, может через правое. И снова загадать желание. И не забыть потереть нос собаки. Ну вот сейчас Даша как раз загадает желание. Было? И один маленький совет, его мне дал коуч из Франции. Рядом с Красной площадью есть знаменитый отель Ритц-Карлтон. Поднимитесь туда на закате, закажите чашку кофе и наслаждайтесь на террасе видом Красной площади. И если говорить о теме закатов, то поднимитесь на обзорную площадку башни Федерация в Москва-Сити, либо же посетите также обзорку в МГУ. Ну и вы уже, наверное, догадываетесь, что ссылки, как туда проехать и сколько это стоит, я оставила. Старейший и, как говорят, самый красивый действующий женский монастырь Москвы. Также у него великолепная территория и открывается именно оттуда. Такой какой-то нежный, я бы сказала, вид на Москва-Сити. Честно говоря, не вызвал у меня каких-то ярких, сильных, бурных эмоций, но вечером с моста открывается красивый вид на ночную Москву, опять же. И именно там вы можете прокатиться на прогулочном катере. По моему мнению, там стоит посмотреть фонтан Дружбы народов, а также зайти в различные павильоны с выставками и продукцией из разных стран. Колесо обозрения. Может быть, оно не самое крутое, не самое высокое, но когда ты садишься в эту открытую кабиночку, обязательно едьте в открытой кабинке. Тебя пристегивают таким тоненькой какой-то штучкой, ты едешь, и на самом верху ты понимаешь, что сердце у тебя уходит в пятки, и ты чувствуешь себя голым на высоте 850 метров. Воробьевы горы обязательны для посещения. Там тоже отличная смотровая площадка, вечером тусят байкеры. Определенная своя атмосфера. И, к сожалению, я туда не успела попасть днем, у меня было ограниченное количество времени, поэтому Воробьевы горы, как и Поклонную гору, я посещала ночью. Вообще, я много посещала ночью. И да, о да, ночная Москва просто невероятна. И спасибо моим друзьям Оле и Ильшату за это. Ну и, наверное, ни одна моя достаточно осознанная поездка в Москву не обходится без посещения театра. Если вы едете в столицу и у вас есть возможность посетить хотя бы какой-то театр, обязательно идите. Я ходила в театр Модерн, спасибо моей подруге Танюше за то, что она мне о нем рассказала, на спектакль, который называется «Петля».
Может, мало кто знает, но каждый день по Москве проходят бесплатные экскурсии. Как ее посетить? Читайте в описании под моим видео. Вот и все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Пока! Это видео или фото? Это видео!